Всем привет! Сегодня у меня для вас два простых и вкусных ужина, которые вы приготовите за 30 минут. Мой муж готов есть эти блюда каждый день, поэтому я довольно часто пользуюсь этими домашними вкусными рецептами. Все продукты простые, вы найдете их в ближайшем магазине или даже в холодильнике. И для первого рецепта мне понадобится половинка кочана капусты. Капусту нарезаем. Для этого рецепта капуста подойдет абсолютно любая. Можете взять капусту зимних сортов или молодую, потому что мы с вами ее немножечко отварим, она станет мягкая. Используйте, в общем, любую капусту. Можете даже взять пекинскую. У меня вот такой вот интересный сорт, по-моему, это итальянская капуста. Капусту мы с вами нарезали и сразу же отправляем ее в кастрюльку. Кастрюльку берите достаточного объема, чтобы капуста свободно в нее поместилась. Моя кастрюлька объемом около 3 литров. Теперь заливаем капусту холодной водой, обычная вода водопроводная из-под крана, и доводим до кипения, отварим в течение 10 минут до мягкости. А если капуста молодая или, например, пекинская, таких более нежных сортов, тогда варим чуть меньше, до готовности. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Пока варится капуста, мелко нарезаем одну репчатую луковицу. Как я уже говорила, сегодня мы готовим очень быстрый и вкусный ужин, всего за 30 минут. В этом рецепте простые и доступные ингредиенты, а результат, друзья, настоящий шедевр. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто постоянно задается вопросом, что приготовить на ужин быстро и вкусно. И если вы, так же как и я, каждый день решаете для себя эту проблему, обязательно воспользуйтесь рецептами, которые я для вас подбираю. На моем канале очень много простых, быстрых, вкусных и, главное, проверенных рецептов, которые понравятся всей вашей семье. Нарезали лук и сразу ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Масло можете использовать любое, можете жарить на подсолнечном, а кто-то любит на сливочном. Можно использовать смесь растительного и сливочного масел, получается очень вкусно и даже более экономно. Отправляю лук на горячую сковороду и обжариваю 2-3 минутки. Когда обжарится лук, добавляю к нему мясной фарш. Здесь у меня 500 грамм фарша. Фарш можете брать на ваш вкус, можете взять фарш из птицы, куриный или из индейки. Точно так же прекрасно подходит сюда говяжий, свиной фарш. В общем, абсолютно любой на ваше усмотрение. И добавляем специи. Я добавляю итальянские травы, немного сладкой паприки. Если любите остренькое, добавьте острого красного перчика. Можно добавить немного сушеного чеснока для более яркого вкуса. И, конечно, соль и черный молотый перец добавляйте по вкусу. Все хорошо перемешиваем, обжариваем фарш и хорошенько лопаточкой разбиваем комочки. Я люблю использовать деревянную лопаточку, она не повредит сковородку, покрытие и в то же время прекрасно разобьет все комочки, фарш обжарится, получится однородной консистенции и без комков. Конечно, в это блюдо просится одна морковка. Морковку среднего размера нарезаю сначала ломтиками, а затем небольшими кубиками. Морковка с луком и фаршем – это всегда вкусное и полезное сочетание. В моркови много витаминов, поэтому, естественно, обязательно добавляем ее во все блюда. Можно натереть на крупной терке или на средней, а можно для красоты и для разнообразия нарезать вот такими вот небольшими кубиками. Кстати, замечали вы или нет, что в зависимости от того, натрем мы овощ на терке или нарежем определенным образом, может быть кубиком, кружочками и так далее, он меняет свой вкус при приготовлении. Поэтому, когда готовите ваши привычные блюда, просто можете поэкспериментировать с формой нарезки. Добавляем морковку и обжариваем морковь с луком и фаршем в течение 5 или 10 минут на среднем огне, периодически помешиваем.
И пока жарится фарш, измельчаем 2 зубчика чеснока. Можно измельчить при помощи ножа. Также можете, конечно же, воспользоваться привычной многим чеснокозажималкой. Просто пропустите чеснок через чесночный пресс или натереть на терке. Выбирайте тот вариант, который вам более удобен и привычен на вашей кухне. А я сначала крупно нарезала чеснок такими лепестками крупными, а теперь измельчаю его при помощи ножа. Порубленный чеснок отправляю в сковороду к обжаренному фаршу. Практически в самом конце приготовления добавляю чеснок. По желанию вы также можете до того, как будете добавлять в него чеснок и зеленый лук, немножечко добавить в фарш воды, буквально пару столовых ложек, и под крышечкой потушить его дополнительно еще минут 5-10, чтобы он был мягкий, сочный и очень вкусный, ароматный. Я нарезаю мелко зеленый лук и точно так же вместе с чесноком в самом конце приготовления добавляю зеленый лук к нашему фаршу. Все хорошо перемешиваю. Фарш полностью обжарился, он готов. Снимаем его с огня. Тем временем капуста уже приготовилась. Сливаем с нее воду, откидываем на дуршлаг и пока тоже отставим в сторону. Пусть остывает. Займемся картошкой. Для рецепта мне понадобится 4 картофелины, может быть 5, в зависимости от размера. Нарезаем картошку. Сегодня мы с вами готовим простую, домашнюю, но очень вкусную запеканку из картошки, с капустой, с фаршем и с сыром. Получится очень вкусный ужин, друзья, поэтому обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями и повторяйте за мной, это очень-очень вкусно. Я обязательно рекомендую приготовить это простое домашнее блюдо. Отправляю картофель в кастрюлю. Заливаем картошку холодной водой, так чтобы вода покрыла картофель. И отправляем минут на 10-15. Варим картошку до полной готовности, до мягкости. При варке добавляем чайную ложку соли. И пока варится картошка, остались последние приготовления. Беру миску, 3 яйца и разбиваю яйца в миску. Вливаю к яйцам полстакана молока, 100 мл. Вместо молока по желанию вы можете взять сливки нежирные. И добавляю немного паприки, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо перемешиваю при помощи венчика или при помощи вилочки. Просто смешиваем все до однородности, чтобы яйца хорошо разошлись в молоке. Все, друзья, готово, картошечка сварилась. Сливаем воду с картошки. Ух, какая она горячая, еще парит. Вкуснятина получится необыкновенная. Беру форму для духовки, форму для запекания и на дно формы выкладываю слой картофеля. Хорошенько разравниваю. Можно приправить по вкусу солью и черным перцем. Пробуйте картошку, если она достаточно соленая получилась, то можете не добавлять соли. Главное, конечно же, не пересолите и все пробуйте. И сверху на картошку я выкладываю ломтики плавленного сыра. Это обычный сыр, который уже нарезан, упакован. Я думаю, вы все видели и знаете этот сыр и постоянно его используете. Сверху на плавленый сыр я выкладываю наш мясной фарш с овощами. И точно так же распределяю его ровным слоем на сыре с картошкой. Сверху на фарш можете посыпать еще слой сыра по желанию, а я сразу же выкладываю капусту, которую мы с вами заранее отварили.
можно уже сразу же ставить разогреваться духовку до температуры 180 градусов. Все уже практически готово, остались минимальные последние приготовления, друзья. Я уже думаю, ваша семья готова идти к столу и ждут, когда вы позовете их на ужин. Заливаю нашу запеканку яйцами с молоком смешанными и натираю небольшой кусочек сыра, грамм 100 на терочке. Сверху посыпаю запеканку тертым сыром и отправляю в духовку буквально на 15-20 минут, чтобы запеканка немножко зарумянилась. Держите ее до образования красивой золотистой корочки или просто пусть сыр немножечко расплавится и подтает. Здесь по вашему желанию. Посмотрите, все продукты у нас уже готовы в запеканке, поэтому буквально, чтобы расплавился сыр, этого будет достаточно. Можете поставить ее под гриль, чтобы, опять же, сыр немножечко зарумянился и получилась красивая золотистая аппетитная корочка. Все, друзья, теперь уже точно можно звать семью за стол. Посмотрите, какая вкуснятина получилась. Вкусный, быстрый и сытный ужин за 30 минут уже готов на вашем столе. Этот невероятно быстрый и вкусный ужин из картошки с фаршем в духовке готовится так легко и быстро, что уже покорил весь мир. Быстрый, простой и очень вкусный рецепт. Его можно готовить каждые выходные, совершенно не хлопотно, и вся ваша семья будет довольна. И для рецепта мне понадобится 5 или 6 штук крупных картофелин. Общим весом где-то около 1 килограмма. Нарезаем картошку небольшими кубиками. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас и всегда с большой радостью, с большим удовольствием и благодарностью читаю ваши комментарии. Разогреваю на сковородке растительное масло, можно добавить сюда же кусочек сливочного, тогда вкус получится более сливочный. И отправляю нарезанную картошку в горячую сковороду. Обжариваю картошку в течение 10-15 минут, периодически помешиваю, чтобы не подгорело. Приправляем картошечку по вкусу солью, черным молотым перцем и можно добавить по желанию и по вкусу немного красной сладкой паприки. А если любите острое, то можете добавить красный молотый острый перчик. Все еще раз хорошо перемешаем и доводим картошку до готовности на небольшом огне. Готовую картошку перекладываю в миску. И пусть она немножечко остынет, буквально пару минут, постоит в сторонке. А мы с вами тем временем разбиваем в миску 5 куриных яиц. Друзья, если вы часто задаетесь вопросом, что приготовить на ужин, на моем кулинарном канале вы найдете простые, легкие, быстрые, очень вкусные, доступные и проверенные рецепты быстрых вкусных ужинов, завтраков, обедов на любой вкус. Так что приглашаю вас подписаться на мой канал, давайте будем готовить вместе с радостью и с удовольствием. Перемешали яйца и выливаем яйца к картошке. И хорошо перемешиваем, так чтобы яйца равномерно покрыли обжаренную картошку. Посмотрите, какого красивого цвета получается картошечка, просто солнечный цвет, очень аппетитно выглядит. Отставим пока в сторону и сразу ставим разогреваться сковородку с растительным маслом. Отправляю в разогретую сковороду фарш. У меня здесь фарш свинина с говядиной, вы можете взять куриный или тот, который больше любите, может быть вы больше любите индюшиный. Приправляю фарш по вкусу солью, черным молотым перцем и тоже добавляю немного паприки. Продолжаю обжаривать фарш на среднем огне, разминаю его, чтобы разбить все комочки, чтобы фарш получился ровным, однородным и хорошо прожаренным. Также для фарша мне понадобится 1 репчатая луковица. Лук мелко нарезаем. Если хотите, можете взять половинку репчатого лука, тоже в принципе может быть достаточно.
Забыла упомянуть, что для рецепта понадобится где-то 300-400 грамм фарша. Лук уже порезали, можно измельчить его помельче, чтобы он быстро прожарился. И отправляю репчатый лук к обжаренному фаршу. Перемешиваем лук с фаршем и обжариваем еще где-то 10-15 минут. Тоже периодически не забываем помешивать. Теперь половину обжаренного картофеля, смешанного с яйцами, я отправляю в форму. Форма у меня вот такая вот глубокая. Вы можете взять абсолютно любую форму или даже просто противень для запекания, если у вас на кухне не найдется похожей формы. Если найдется, прекрасно. Готовим в такой. Выкладываю картошку, делаю небольшое углубление и выкладываю сюда обжаренный фарш с луком. Все делается настолько быстро и просто, друзья, вам точно понравится, и я уверена, что этот рецепт станет вашим любимым. Тем временем можно уже ставить разогреваться духовку до температуры 180 градусов. Также нам понадобится небольшой кусочек сыра, грамм 100 будет вполне достаточно. Натираем сыр на крупной терке. Сыр для этого рецепта подходит абсолютно любой. Можете взять обычный твердый желтый сыр, а можете взять даже моцареллу и просто отрезать ломтик моцареллы вместо того, чтобы натирать на терочке. И посыпаем сверху тертым сыром наш фарш с картошкой. Сыра много не бывает, чем больше, тем вкусней. И теперь сверху выкладываем оставшуюся картошку, смешанную с яйцами. И вот так равномерно распределяем картошку по всей начинке, так, чтобы картошка полностью закрыла всю начинку, весь фарш, весь сыр. Верхний слой у нас получается слой картошки. И теперь ложкой я слегка утрамбовываю начинку. Немного прижимаю так, чтобы запеканка хорошо держала форму во время выпечки и после того, как она испечется и мы смогли спокойно извлечь ее из формы. На самом деле она будет хорошо держать форму, потому что здесь картошка смешана с яйцами, и яйца здесь хорошенько скрепляют начинку и придают такую вот характерную красивую форму нашей запеканки. Так что можно ее подать хоть на ужин, хоть на праздничный стол. Тем временем один небольшой кабачок, у меня цукини, нарезаем вот таким вот способом. Я хочу приготовить на гарнир к нашей картофельной запеканке с фаршем такой простой горячий салат из кабачков. Благодаря этому наш ужин получится не только быстрым, вкусным, сытным, но еще и очень полезным. Разогреваем на сковородке немного растительного подсолнечного или оливкового масла по вашему желанию и отправляю в сковородку нарезанные кабачки. Обжариваю 3-4 минутки до красивой золотистой корочки. А пока жарятся кабачки, мы с вами нарежем одну луковицу. Можете взять красный салатный лук, который такой сладкий по вкусу, а можете взять обычный репчатый лук. Нарезаем мелко. Можно дополнительно порубить ножом, чтобы лук был достаточно мелкий, а не большими такими лохмотьями. Так приятнее кушать, на мой взгляд. Перемешаем кабачки. Теперь кабачки снимаем и перекладываем в тарелку. Отставим пока в сторону, чтобы они не пережарились и были вкусные, сочные, такой приятной упругой консистенции. Лук отправляю в сковородку и обжариваю 2-3-4 минутки до слегка красивого золотистого цвета. Также я хочу взять немного грибов, у меня здесь где-то 200 грамм. Шампиньоны. Нарезаю шампиньоны вот такими ломтиками. Можете нарезать кубиками,
достаточно мелко. Здесь вид нарезки выбирайте на ваш вкус, по вашему предпочтению, по вашему желанию. Нарезали грибы и отправляем грибы жариться к нашему луку в сковородку. Все перемешиваем и жарим где-то 4, 5, 6 минут. Вы сами увидите уже, когда грибы немного обмякнут и уменьшатся в объеме, вы будете понимать, что грибы уже практически готовы. Вот такие вот они, румяные, аппетитные. Запах стоит, друзья, просто невероятный. И я хочу добавить к грибам с луком зубчик чеснока. Можете добавить побольше, если любите чеснок. Приправляем по вкусу черным молотым перцем. И мелко нарезаем пучок любой зелени. У меня петрушка, вместо петрушки вы можете взять укроп. Отправляем рубленую петрушку к грибам. Еще раз перемешаем. Посмотрите, как уже хорошо грибы обжарились, они уже практически готовы. Также я хочу добавить маленькую изюминку этому рецепту, так что жареные кабачки получатся еще более вкусными. И я нарезаю один болгарский перец вот такими вот ломтиками. Нарезали. Затем разрезаем поперек на 2 или 3 части. Получатся такие небольшие кусочки, очень красиво будут смотреться в готовом салате и очень приятные на вкус. Отправляю болгарский перец, у меня это сладкая паприка, он не острый, к грибам, еще раз перемешиваю и оставляю готовиться еще буквально 2-3 минутки. В самом конце добавляю обжаренные кабачки. Еще раз все хорошо перемешать и по вкусу пробуйте. Добавляйте соль, может быть еще немножко перчика или чесночка. Посмотрите, наша картошечка с фаршем уже готова. Я достала ее из духовки и аккуратно переворачиваю на досочку разделочную или на тарелку. Снимаем форму и просто полюбуйтесь. Выглядит невероятно. Хоть на праздничный стол подавай. Так что обычный ужин может выглядеть так красиво. Давайте отрежем кусочек и посмотрим, что внутри у нас. Вау! Выглядит невероятно. Посмотрите, друзья, я просто в восторге. Думаю, что вам этот рецепт тоже понравился, и он станет вашим любимым, так что вы еще не раз его приготовите. Не забудьте поделиться этим рецептом с вашими друзьями, если он вам понравился, а я думаю, он вам понравился. И, конечно, благодарю каждого из вас за ваши лайки, комментарии и теплые слова. Посмотрите, какая это вкуснятина, просто невероятно. Такой быстрый, вкусный ужин покорил весь мир. Уверена, что он покорит и вас, и вашу семью. Я желаю вам приятного аппетита и скоро увидимся!